Здравствуйте, друзья! У меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия YouTube. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть YouTube для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Исподнее долой. Автор Шерри Пи. Источник Фостор.ру. Дело было в 20-х годах прошлого века. Дедушке Павлу было тогда лет 5. Семья его проживала в небольшой сибирской деревеньке, примыкавшей к лесу. Причем лес-то был так себе. Рощица березовая, даже не тайга, близостью к которой обычно гордятся сибиряки. Вот в этот лес Павлика однажды снарядили по ягоды, как самого младшего, читай, бесполезного в поле члена семьи. Одного ребенка, конечно, не пустили. За компанию и для пригляду отправили дряхлую Пашину прабабку. Бабку он боялся. Несмотря на то, что скрюченная старуха поскрипывала при ходьбе и, казалось, вот-вот могла развалиться, дух ее был по-молодецки крепок. Она жевала табак и запивала брагой, смачно плевалась, материлась и могла запустить клюкой в уличных мальчишек, если ей вдруг не понравилось чье-то поведение. Но боялся Павлик не получить клюкой по мягкому месту, а странных бабушкиных верований. В чем их странность, он не знал. Но взрослые говорили, что верит бабка неправильная. Примечание автора. Достоверно известно, что дед и его предки были из чалдонцев, но никаких сведений касательно правильных и неправильных для них верований мне найти не удалось. Предположу, что бабка была староверкой или язычницей. И вот Паша тащил в лес еще пустое лукошко, а сзади, поминутно матерясь, плелась бабка. Полную корзинку ягод набрали быстро. Солнце было еще высоко над головой, и Павлик обрадовался, что останется время поиграть на улице с ребятами. Он подхватил корзину, бабка кряхтя поднялась с поваленной березы и, проклиная этот лес и свою старость, заковыляла по траве вслед за ребенком. Павлику было жутко неудобно нести на вытянутых руках корзину. Если не на вытянутых, то корзина больно била по ногам, мешала при каждом шаге. Но он пыхтел и вглядывался в деревья в надежде увидеть знакомый просвет. Всем известно, что дорога домой всегда короче, чем та же дорога из дома, так что Павлик списывал столь долгий путь на тяжесть корзины с ягодами. Солнце было уже над головой, а за верхушками деревьев справа. «Пашка, а ну-ка стой!» – крикнула бабка. Павлик повернулся, поставил корзину. «Долго идем-то, а?» Пожал плечами, вроде не смея ответить. Потом все-таки решился. «Долго». «Так и знала», – сплюнула бабка. «Лишак водит. Идите его». Вернув крепкое словцо, бабка бросила клюку и с поразительно для ее возраста проворностью стащила через голову платье, а затем и нательную рубаху. Павлик выпучил глаза. Взирать на открывшееся с вполне понятным интересом он не мог, ввиду того, что ему было 5 лет, а бабке раз 20 больше. Но детский интерес, продиктованный любопытством, жаждой миропознания, заставил его разглядывать деревянный с его ладошку крест на засаленной веревке на шее бабки. «Пашка, чего стоишь? Рубашонку-то сымай!» – прикрикнула бабка. Паша снял. Бабка выхватила рубашку из рук, вывернула наизнанку и натянула ему на голову, чуть не оторвав уши. Просовывая в рукава руки, Павлик увидел, что бабка натягивает верхнее платье на вывернутое швами наружу исподнее. Нагнулась, подобрала клюку, стукнула по корзине и выругалась в том смысле, что надо бы поторопиться в сторону выхода. Павлик подхватил корзину, припустил по тропе и через несколько шагов увидел в деревьях просвет. Странный юбилей.
Автор фрилансер, источник Фостор.ру. Эта история случилась прошлым летом, и я до сих пор не могу объяснить, что это было. Однажды ближе к вечеру мне позвонили на мой домашний телефон. Звонившая девушка представилась секретарем или ассистентом кафедры и сказала, что я приглашена в ближайшую субботу в ресторан на празднование юбилея в честь 75-летия Алика Шахмаевича, уважаемого ученого, профессора одного из технических университетов нашего города. Я очень обрадовался, поблагодарил девушку за приглашение и сказал, что обязательно приду поздравить юбиляра. В конце 90-х, когда я еще учился в аспирантуре, Алик Шахмаевич был моим научным руководителем. Под его руководством я написал и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Правда, вскоре после защиты я перешел на работу в другой институт и с тех пор встречался с Аликом Шахмаевичем нечасто. За все этих неполных 20 лет буквально несколько раз. В субботу к 18 часам я отправился в ресторан на празднование юбилея профессора. Сразу же, как только я там оказался, я стал замечать довольно странные вещи. Ресторан оказался третьесортным заведением, хотя располагался неподалеку от центра города. Охранник при входе, одетый в камуфляж, вручную досматривал всех приходящих гостей, хлопал их по карманам. Женщины также подвергались досмотру, в том числе и содержимое их дамских сумочек. Кто-то пробовал возражать, на что получал ответ, что все это делается в целях безопасности посетителей. А заведение у них частное, и кто не желает соблюдать их порядки, тот может отправляться восвояси. Было несколько неловко, но ради уважения к юбиляру приходилось терпеть это неудобство. Гостей собралось примерно человек 50. Мне это тоже показалось странным, так как Алик Шахмаевич, как человек очень скромный, и с его стороны это выглядело как излишество. Но я подумал, что все же юбилей, 75 лет, и многим было за счастье поздравить уважаемого профессора. В то же время публика на банкете оказалась весьма разношерстная. С некоторыми из гостей я был знаком лично, хотя и поверхностно, еще со времен учебы в аспирантуре. Большая же часть гостей была мне незнакома. Невероятно, но наряду с университетской профессурой здесь же были человек 5, 4 мужчин разного возраста и одна уже в годах женщина, каких-то вроде азербайджанцев по виду, торгашей с рынка. И еще одна, на вид русская женщина лет 50-60, шумная и борзая, по виду тоже вроде как торговка. Кроме этого еще 2 каких-то мрачных субъекта, плохо одетых, типа таджикских гастробайтеров, которые за весь вечер вообще ни слова не промолвили, даже никаких тостов в честь юбиляра не произносили, по-моему, даже и не пили. Среди гостей также не наблюдалось супруги уважаемого юбиляра и никого из детей с семьями, хотя профессор примерно семьянин. Жена у него лет на 15 его моложе, 2 взрослых сына с семьями. Но вроде бы тоже про себя я отмечаю, для родных отдельно празднуют, для коллег отдельно, хотя жена могла бы и поприсутствовать. Как-то все это не так я себе представлял. Банкет протекал достаточно стандартно. Юбиляр выглядел молодцом, хотя, конечно, постарел и заметно полысел за последние годы, с момента нашей прошлой встречи. Но в целом хорошо для своего возраста. Произносятся тосты за здоровье юбиляра, цветы, подарки, теплые речи. Но вот берет слово для поздравления Михаил Алексеевич, преподаватель, доцент нашей кафедры. Стоп! Кто-то несколько лет назад мне говорил, что Михаил Алексеевич умер. Да нет, жив-здоров, как вижу. Ошиблись, значит. Ну и хорошо. Через некоторое время берет слово другой коллега. Профессор, насколько я его помню, весьма наглый и беспардонный тип, уже изрядно подвыпивший, и вместо поздравления начинает говорить нелицеприятные вещи, а попросту оскорблять юбиляра. Начался шум. До драки, конечно, дело не дошло, но пару столовых приборов на пол упало со звоном.
На шум приходит охранник, зло посмотрел, взял со стола непочатую бутылку водки, возвратился к себе. Потом сидит у себя на посту и хлыщет водку без закуски, прямо на рабочем месте. Вот банкет близится к своему завершению. Гости засобирались домой. Один из коллег по кафедре предлагает подвезти на машине юбиляра до дома. Алик Шахмаевич говорит, что сам после ресторана хочет пройтись до дома пешком, проветриться, но просит его завезти домой цветы и подарки. Жена там, мол, дома. Я решил проводить Алика Шахмаевича до дома, поговорить, тем более, что мы с ним давно не виделись. Выходим из ресторана, прощаемся с гостями. Теплый сухой июльский вечер, уже не жарко. Время близится к 11:30. Еще полностью не стемнело, только начало смеркаться. Мы идем по тротуару. До дома профессора примерно 2 километра. Прогулочным шагом идти где-то полчаса. Идти можно было двумя путями. Либо по двум перпендикулярным улицам, как бы по двум катетам треугольника, а можно ближе, напрямую по гипотенузе. Мы пошли ближайшим путем. В этом месте на улице, которая по гипотенузе, в отличие от перпендикулярных улиц, нет жилых домов. По одной стороне улицы 2 высотки бизнес-центра, еще несколько офисных зданий, а по другую сторону огороженная забором территория строительного рынка. Поэтому прохожих в стороне от жилых массивов практически нет, буквально несколько человек. Машин тоже немного. Мы идем не спеша, разговариваем. Алик Шахмаевич интересуется, как дела, как работа. Рассказывает, над какой темой сейчас работает. Непринужденный разговор. В этот момент по проезжей части поднимается пыль, едет поливочная машина. И от нее брызги воды и мусор на тротуаре разлетаются в разные стороны. Я посетовал, какой же все же грязный и пыльный у нас город. Везде все намусорено. Рассказал, что часто по работе бываю в Краснодаре. Вот там вечером прогуливаешься по старому центру. Чистота, ни пылинки, даже ботинки не пылятся. Не то, что у нас. На что Алик Шахмаевич, человек высшей степени воспитанный и интеллигентный, меня как-то резко перебивая, говорит: «Да, а вот ты знаешь, в Краснодаре призраков дофига. Простите, но из песни слов не выкинешь». И это Алик Шахмаевич, от которого я не то что мат, слова грубого никогда не слышал. Ну, думаю, подвыпил слегка человек, что тут такого? А сам ему говорю: «А вы, Алик Шахмаевич, профессор, именитый ученый, верите в существование призраков?» На что он так как-то странно, язвительно усмехнувшись, отвечает: «Ну, все может быть». Мы шли вдоль забора строительного рынка, и в этот момент подошли к месту, где вдоль тротуара, там производились какие-то земляные работы. Была выкопана яма глубиной 2 метра, и тротуар таким образом оказался зауженным примерно наполовину, так что вдвоем не пройти, только по одному. Я пошел первый, профессор за мной, и вдруг я услышал, он издал какой-то странный звук, как будто он поперхнулся, что ли. Оборачиваясь, за мной никого нет. Лишь в шагах 10 идет какой-то парень в красной рубашке лет 30. Он поравнялся со мной, а я его спрашиваю: «Вы не видели, мол, куда подевался мой товарищ, с которым я шел?» А он отвечает: «Какой еще товарищ? Вы вообще-то один идете». И дальше пошел по тротуару. Я ничего не понял. Думаю, еще чего доброго, профессор в яму свалился. Подошел ближе к яме. Нет там никого. Яма хорошо просматривается. Она огорожена. Да и фонарь там специально повесили. Так что нет. Ничего не понимаю. Достал телефон. Позвонил Алику Шахмаевичу на мобильный. Недоступен. Как будто выключен телефон. Постоял я на том месте еще минут 10, а потом направился к ближайшей автобусной остановке, чтобы поехать домой. На завтра, в воскресенье, часов около 12 дня, звонит мне на мобильный Алик Шахмаевич. «Увидел, говорит, СМС от тебя, что ты звонил вчера вечером. Как дела, как живешь?» Я кричу, мол, Алик Шахмаевич, куда вы делись вчера? Я испугался прямо.
Чувствую, он что-то не догоняет. Я говорю: ну вчера после банкета я вас провожал. После какого еще банкета, говорит. Спасибо, мол, что про юбилей вспомнил. Звонил поздравить, наверное, хотел. Я говорю что-то про банкет, а он отвечает: да нет, я за городом, в отпуске. С семьей на даче отдыхаю. А банкет по случаю юбилея я никакой не проводил. Что это могло такое быть? Вы кое-что забыли. Автор Индиго. Источник Фостор.ру. Эту историю я услышала от знакомых, которые пришли в тот день к нам в гости. Целый день ели-пили, а к вечеру зашли разговоры о мистике. Далее от лица нашей знакомой. Помню не все, могу и что-то пропустить. Недавно у меня скончался отец. Мыть, одевать дома не стали, а оставили это дело в морге. Там выдали список, что нужно купить из одежды. Вроде все по списку взяли и в морг отвезли. Днем еще навалилось много работы. И к похоронам готовиться надо было. Так что к вечеру я подустала сильно. На кровать легла, так и отрубилась сразу. Снится мне, что дома никого кроме меня нет. А за шторкой отец стоит и этой самой шторкой ниже пояса у себя прикрывает. А сам мнется, с ноги на ногу переступает. А потом мне тихо так, почти шепотом и говорит: «Вы кое-что забыли». «Чего?» – не поняла я. «Трусы-то хоть привезите, что ли? А то мне там стыдно без трусов-то». С этими словами папаня штору задернул и исчез. Утром мы на всех парах погнали в морг, стали проверять. И действительно, трусы купить забыли. Как нет, так и не было. Поехали, взяли. А потом еще несколько раз проверили, все ли на месте. Потом знакомая обмолвилась нам, что это был первый и последний раз, когда ей покойники снились. Еще бы, отца и без трусов оставить. Кого ему еще оставалось тормошить, как не собственную дочь? Давай помянем бабушку. Автор Екатерина Морозова. Живем в многоэтажке на последнем этаже, где даже днем жутковато, особенно если в одиночку. Наша лестничная площадка разделяется на два кармана. Один налево, другой направо. Между ними стояк с лифтами. В левом отсеке жила Шура, одинокая пожилая женщина. Через общую с нами стенку мы иногда слышали, как она там ходит и кашляет, гремит посудой или разговаривает по телефону. Шурины дальние родственники, разбросанные по провинциям, навещали ее раз в 100 лет. Зато с некоторых пор повадилась к ней какая-то неместная по имени Рита, которая называла себя ее племянницей и снимала угол в другом доме. Прошлым летом, когда мой муж с сыном уехали в Рязань к свекрови, сидела я как-то ночью в пятницу одна, смотрела ужастик. Дом уснул, вокруг тишина, кроме звука из телевизора. В фильме напряженная сцена, я дыхание затаила. И тут в самый острый момент раздается глухой стук во входную дверь. Напряглась я, кого принесло. Внизу домофон, так что чужие не войдут. И почему стучат, если есть звонок? Стук стал настойчивым, гость уходить явно не собирался. Страшно стало. Подошла я к двери. «Кто там?» – спрашиваю осторожно. В ответ: «Это я, тетя Шура, открой». Голос вроде ее. Глазок смотрю, действительно стоит Шура собственной персоной, что называется воплоти. Думаю, наверное, случилось что-то. Отворила, а та стоит столбиком и улыбается как-то странно. «Ты в порядке, тетя Шур?» – спрашиваю. А у самой чувство, будто что-то тут не так. «Можно зайти?» – спрашивает Шура вкрадчивым голосом. Какого у нее никогда не было. И продолжает елейно улыбиться, что совсем не в ее манере. Да и вообще все это не похоже на нее, чтобы домоседка Шура таскалась по подъезду в ночное время. И тут она выдает нечто совершенно непонятное. «Давай помянем бабушку». Снова требует: «Дай мне зайти». Тут мне совсем жутко стало. Какая еще бабушка? Быстро закрыла дверь перед ее носом и кричу: «Иди уже спать, Шура». И сама поскорее телек выключила и улеглась, оставив гореть свет в прихожей. Стука больше не было. Зато у Шуры еще долго раздавались какие-то звуки.
Будто передвигали что-то, смеялись и кашляли. Чувство от этой ночи осталось очень неприятное, со страшноватым осадком. Думала, на следующий день разберусь, спрошу, чего это ее переклинило ночью в чужую дверь долбиться. Но у Шуры никто не открыл, и на следующий день я ее не видела. А вскоре выяснилось такое, от чего у меня до сих пор волосы дыбом становятся. Не прошло и месяца, как гляжу, на площадку вынесен какой-то скарб. Квартира Шурина настежь, и там вовсю уборка идет. Заглянула. Вижу, племянница в закатанных трениках и косынке шурует, как у себя дома, обои обдирает. Что это, ремонт? Да вот затеяла, отвечает деловая Рита. А Шура где? Так умерла же тетя Шурочка, вчера 40 дней было, и утирает горькую слезу. Как я и подумала, эта Рита оформила с Шурой договор на пожизненную ренту. Вот только прожила потом Шура совсем недолго, а померла где-то в деревне на чужой даче. Помогла ли ей племянница убраться на тот свет, или Шура сама приставилась? Эту тайну она унесла с собой в могилу. В квартире теперь живет Рита со своей дочерью. Мы почти не общаемся. Но теперь я с ужасом осознаю, кто бы в ту ночь не приходил ко мне под видом Шуры, а потом шарился у нее в квартире, это уж точно была не она. И я даже боюсь подумать, что могло случиться, если б я тогда впустила ночную гостью.